Так, ну что, народ, всем по привету, с вами Руслан на связи. Сегодня у нас хорошие новости. Программу ARP продлили. Дальше я расскажу все более подробнее теперь, до какого числа она будет работать, да, и вообще, что ждет дальше всех людей, которые живут по этой программе. Досмотрите это видео обязательно до конца. В конце будет очень полезная информация. Так, родные, ну по традиции нужна обязательно подписочка на канал, ну поставить лайк этому видео и оставить, конечно же, какой-то комментарий, потому что алгоритмы ютуба любят, когда вы активничаете. Они видят то, что я делаю что-то полезное, то, что нравится людям. Спасибо каждому за любое из этих действий. Ну что, поехали! Ну нет, 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 ребята, я не могу никак без рекламы, никак. Я не могу не посоветовать вам отличный сервис по переводу денег с одной карты на другую. То есть, если у вас есть карта Европейского банка и вам нужно перевести деньги на карту украинского банка, лучше сервиса, чем Paysend, нету. Я повторял и буду повторять, лучший курс и моментальные переводы. У меня есть огромный ролик, где я показываю от А до Я, как пользоваться этим сервисом. Переходите в описании к этому видео, и там будет мой промокод и ссылка моя для регистрации. Также она будет вверху вот здесь. Вы можете перейти и зарегистрироваться. Если вы это сделаете, от 1 до 5 переводов вам будет бесплатно. То есть вы воспользуетесь этим сервисом полностью бесплатно. Вы увидите все его преимущества и поймете, нужен он вам или нет. Поверьте, я советую только проверенные сервисы, которым сам лично пользуюсь. Paysend меня еще никогда не подводил. Регистрируйтесь и переводите деньги с умом. Не, ну а шо? Ну, ребята, для кого-то, да, это будет и печальное видео в чем-то, для кого-то позитивное. То есть кто-то будет видеть уже какое-то свое будущее. К чему все это сказал? Потому что раньше не было даты окончания, да, конца программы ARP. То есть не было никаких вообще дат. То есть она была бессрочная, то есть непонятно было, что и как. И люди жили и понимали, что пока все у них хорошо. Ребята, как видите, обновление на государственном сайте, да, произошло 12 марта 2024 года. И теперь мы знаем дату, до какого работает эта программа в той или иной мере, да, вы же понимаете, что Ирландия может в любой момент снизить выплаты, сделать еще какие-то изменения. Про это я расскажу дальше, про свои мысли, да, и про то, какие слухи уже были, да, и в политической плоскости, и просто у людей на языках, да. Давайте же мы пролистнем ниже и посмотрим дату и обсудим весь этот момент. Но кто-то скажет вообще, что такое программа ARP, что это вообще, с чем его едят. Ребята, я записал два огромных ролика. Они будут внизу, да, будут ссылочки на них. Также вверху вот здесь вы можете посмотреть на одно видео, там, где я рассказываю, как искать, потому что я считаю, оно самое полезное. У меня два видео, там, где я рассказываю про эту, да, всю схему, про программу ARP, что это такое. А второе видео, там, где я рассказываю, как найти по этой программе жилье, как найти вам вашего хоста, вашу принимающую семью, да, найти тех ирландцев, которые пустят вас к себе домой. То есть второе видео я считаю более полезное. Там у меня ссылки на Facebook группы, и на различные сервисы, и на благотворительные организации, где вы сможете им написать, и вам, возможно, как-то повезет, и вам найдут жилье по этой программе. То есть я считаю, что второе видео, оно очень важно и очень полезно. Прошу каждого перейти и посмотреть обязательно это видео. А мы продолжаем обсуждать то, что программа ARP, теперь у нее есть да, окончательная дата, то есть до какого числа она будет работать, да, и до какого числа по факту, да, люди будут жить и не бояться никаких последствий. Но обратно же все может закончиться в любой момент. Вот эта информация, то есть официальный источник, ссылочка, конечно, будет в описании, вы можете сами перейти и ознакомиться, чтобы не думали, что я здесь что-то придумаю, наговариваю и так далее. Когда закончится действие схемы ARP, то есть, да, программы, схемы ARP. Действие схемы должно завершиться 31
1 марта 2025 года. Однако она может быть продлена приказом министра по вопросам равенства, инвалидности, интеграции и молодежи в соответствии с действующим законодательством. То есть, вы видите, да, есть, но есть надежда о том, что в каком-то формате ее могут еще продлить. Чем примечательна эта дата, ребята? Вы знаете, да, что хост получает свои деньги в конце месяца, да, в последний день месяца. То есть 31 марта это последний день месяца. Как вы знаете, защита Temporary Protection действует до 4 марта 2025 года. То есть все украинцы, да, могут находиться в Ирландии пока месть официально до 4 марта 2025 года. Но они продлили эту программу, я понимаю, так, потому что, чтобы хост все-таки смог получить свои деньги. То есть и обратно же, я думаю, что будет какая-то программа, да, чтобы они заранее ее огласят, чтобы людей стимулировать возвращаться, но они понимают, что всех молниеносно невозможно там вернуть, да, и так далее. То есть, если человек будет понимать, что у него время до 31 марта уже 2025 года, то чем ближе будет подходить эта дата, человек начнет больше суетиться. Кто-то пойдет на работу, кто-то начнет, ну, на работу по-любому, потому что без этого ты не сможешь снять никак жилье. И начнут искать жилье, какие-то выходы, кто-то уедет, кто-то переедет, кто-то вернется в Украину, понимаете? По факту, да, кто-то 3 года просто проживет, как говорится, бесплатно в гостях, да, то есть такой мини-курорт. Кто-то может 3 года в прямом смысле быть на выплатах и жить еще в таком вот прекрасном жилье, да, ну, у хоста, то есть в гостях у ирландца. Но я теперь скажу свое мнение, да, может оно кому-то покажется резкое такое, либо, ну, жесткое, но я считаю, что эту программу не продолжат в таком формате, в котором она сейчас находится. То есть не будут уже в таком количестве платить денег, там 800 евро, не будет. То есть, возможно, будет какой-то переходной период, и может еще на полгодика каких-то они что-то оставят для того, чтобы люди смогли как-то раскачаться и сделать. Вы понимаете, что эта программа хороша ирландцам тем, что эти деньги не облагаются налогом. И что в один дом можно зарегистрировать 3 семьи, и по факту человек получает с этого больше денег, чем бы он так сдавал бы этот дом в рент. То есть понятно, что это выгодно. Давайте не будем, конечно, ходить, вот это, значит, разговаривать, да, типа там приняли, все хорошо, но это, как говорится, ничего личного, это бизнес. Какой-то, конечно, процент просто по доброте душевной, это понятно. Но сейчас в большей случае люди сдают все-таки для того, чтобы как-то окупить это, не просто так. Человек не будет сдавать свой дом просто так себе в убыток, да, если это не будет ему, конечно, выгодно. Так что давайте смотреть реально на вещи, и пока это выгодно, если я знаю один дом, где там 3 разных человека, то есть по рыночной стоимости этот дом бы могли снять, сдавать, то есть 1200-1300 евро. А так этот человек получает, то есть этот лендлорд, да, получает 3 раза по 800, да, ну вы можете математикой, да, заняться, и вы понимаете, что это намного больше, чем бы он сдавал раз в аренду, да, то есть плюс он с этих денег не платит никаких налогов, они нигде не облагаются. А с вот этих вот 1200-1300 он бы заплатил еще до 30-40% налога от этой суммы, вы понимаете, да? Есть разница? Ну, конечно, есть разница. И я понимаю, что в чатах многие ирландцы сами пишут уже, почему нельзя мне такой программы, я тоже хочу так жить. Ну и остальные тут, и беженцы, да, и так далее. То есть уже видно это, что многие узнают про эту программу, и многие возмущаются от того, что почему мы не можем податься на эту программу. Я про эту программу лично, ну, знаю от людей, сам мне никогда не пользовался, потому что с первых дней мы сами снимаем себе жилье, сами снимаем себе апартменты. Многие по этой программе, поверьте, живут лучше, чем я. Но я знаю, что я здесь останусь, а люди, которые были в гостях, потом им, конечно, помашут ручкой и скажут, ну, в добрый путь. Так будет 100%. Кто бы что ни думал, что я такой тут злой или кого-то нагнетаю. Нет, ну, всему будет предел, всему будет конец, потому что э, у нас временная защита это первое, и таких программ, вы вдумайтесь, таких программ, вот просто я еще ближе, таких программ нету для самих же ирландцев, нету. То есть эта программа уникальна, вы поймите, она уникальна. А что-то уникальное всегда, да, что-то такое индивидуальное, оно всегда потом приводится к общему знаменателю, то есть всех уравняют.
Как говорят теперь по тому, что я говорил в конце скажу, как говорят по слухам, то те, кто работает и живет по программе ARP, возможно, они будут платить 50%, да, они, у них будут как-то высчитывать, да, и остальное будет платить государство. Либо хотят сделать те, кто живут в государственном, ну, обратно вот этом ARP, да, то есть это не государственное расселение, это хост, это вы в гостях, но те, кто получает, да, по факту, ну, социал, то есть бенефиты, выплаты, то у них будет тоже 50% забирать, там, или обратно же 400 просто, да, вычислят, например, семья, да, там, семья, там, если там из 3-4 человек, то там семья, в общем, если они все не работают, то они получают почти там до 2000 евро. Вот у них будет, например, половину 400 евро будут высчитывать, потому что по факту они же не платят за жилье, только за коммунальные. И вот вполне им будет достаточно для питания, там, обычная одежда и так далее. То есть с голоду никто не помрет. И вот это, мне кажется, более реальное. То есть в будущем я заметил, что в Ирландии каждые полгода они что-то принимают. И вот, мне кажется, ближе обратно же к Новому году, к Крисмасу, они что-то сделают и с новоприбывшими. То есть какие-то новые правила сделают и для них. И в том числе схему ARP они будут тоже каким-то способом потихоньку сжимать. Потому что до 31 марта, поверьте, 2025 года программа в таком формате, ну, вряд ли доживет. Я даю 90%, что она будет меняться до этого, до этой даты, она изменится. Хочу ли этого или нет, честно, если человек приехал инвалид, если мама там с детьми маленькими и так далее, для тех граждан, которые реально ну, уязвимы, да, в обществе, им нужна такая программа и государственное нормальное жилье. Те люди, которые здоровые, которые могут работать и себя сами обеспечивать, им эта программа не нужна. Они должны сами найти себе жилье, они обязаны сами платить за свое существование, потому что еще раз повторяю, у нас временная защита на 3 года. Как виден тренд, Европа не собирается продлевать эту защиту в таком формате, как в котором она была в начале. Она сейчас уже изменена так, что уже большинство стран урезало все где на 50%, где вообще на 90%. И вот Ирландия придет к этому, потому что невозможно вечно предоставлять, и неважно, война, не война, потому что человек за 3 года, поверьте, любой, даже обезьяну можно научить кататься или медведя на велосипеде, понимаете, к чему я? Язык не обязательно нужно учить там B2, B3 и так далее. Элементарно обычный разговорный и понимающий. На фабриках все поймут, поставят вас на линию и будете вы стоять там, что-то делать, это вообще не вопрос. Я прошел Чехию, поверьте, Германию, сейчас Ирландию. И почему-то везде были разные языки, но везде я мог работать, в прямом смысле. В Чехии был чешский, но там были люди, которые подсказывали. В Германии то же самое. Ирландия не исключение. Ирландия еще легче тем, что здесь английский. У каждого почти, у большинства людей есть базовый язык английский, боже мой. Зашли вы в это приложение, немножко подтянули словарный запас свой и все. И можно идти. И отмазки типа, что не могу найти, это такое, знаете, вот сейчас я, например, собираюсь сдавать на права, да, буду вот делать. Пожалуйста, то же самое и вы делаете. Если нет машины, сдавайте на права, пока есть такой шанс, пока вы живете в государственном жилье, да, временном, либо по программе ARP тоже в гостях временно. Вы можете себя как-то апгрейд себе сделать, то есть какой-то скилл себе или профессию даже онлайн можете изучить, да, обучиться. Но если ничего не делать, то в конце финал будет один. Либо менять страну пребывания, либо возвращаться в Украину. Другого пути нет. Вот такие вот новости. Для кого-то они, возможно, да, печальны. Кто-то может там поехидничать, да, посмеется и так далее. Таких-то доброжелателей тоже здесь хватает. Я имею в виду к тому, что я не ехидничаю и ни кому никакие претензии не предъявляю. Каждый живет как он хочет. Хочет человек 3 года, да, до 31 марта 25 года просто лежать на печи и есть калачи. Без проблем. Это его выбор. Но я бы лучше, если человек думает в будущем остаться здесь, то все-таки нужно зацепиться. А чтобы зацепиться, первое это, конечно, работа, а второе это сразу же свое жилье, где вы будете сами себе режиссер, где у вас будет контракт, и вы будете сами себе хозяин. Вот это, конечно, главное, потому что жить, знаете, в примах или жить за чей-то счет, это печально даже внутри себя, понимая, что ты
не командуешь своей судьбой, деньги тебе платит государство, живешь ты тоже, как говорится, в Прымах, да, на птичьих правах. Я б, например, не смог бы себя чувствовать полноценным человеком, живя вот в такой обстановке. Это лично, я говорю, свое мнение. Я люблю жить так, чтобы ко мне не было никаких претензий, чтобы меня никто не мог тыкнуть пальцем и сказать, а вот ты так это, а вот ты такой-то сякой. Это лично моя позиция. Но обратно же для уязвимых граждан какие-то, как говорится, программы, бонусы, да, и привилегии должны, конечно, остаться даже после временной защиты. То есть их как-то должны попытаться поддержать. Это лично мое мнение. Пишите свое мнение в комментариях по поводу того, что конец программы не за горами. Как вы считаете, какой формат программы будет, да, будет ли он меняться до 25 года, до марта, либо нет, либо останется в таком формате, либо его продолжат еще на 5 или 10 лет и сразу всем украинцам выдадут паспорта. Я просто, ну, просто есть такие люди, которые реально так вот считают и думают, что программу продлят дальше, они будут жить дальше, так и 5, и 10 лет, и потом сразу подадутся на гражданство. Я серьезно вам говорю, таких людей хватает. Но люди просто ошибаются, что Ирландия это бюрократия, это в прямом смысле ты должен идти по цепочке. Если ты перепрыгнул цепочку, поверь, тебе скажут, дружочек, вернись и сделай все так, как сделали все. Обратно же это общаясь с людьми, которые здесь прожили немало годиков. Как-то так. Но обратно же всем желаю счастья, здоровья, позитива. Живите, а не проживайте, так как жизнь у нас одна. Всегда на связи.